Господа, техническое обслуживание вашего автомобиля – это очень важная процедура, поэтому для нее, естественно, нужно выбирать качественные детали, например, от немецкого бренда Bosch. Эта компания уже давно зарекомендовала себя и производит запчасти практически для любых автомобилей. Так что для себя вы без проблем найдете свечи, тормозные колодки или фильтра, а также любые другие запчасти, которые вам нужны для техобслуживания. Кстати, именно Bosch первыми разработали систему ABS и ESP для серийных автомобилей, так что немцы очень хорошо разбираются в тормозах и всем, что с ними связано. Ну и, конечно, эти и другие запчасти Bosch можно приобрести и сразу установить на одной из фирменных станций Bosch Автосервис. Это крупнейшая в мире сеть независимых автомастерских, насчитывающая более 15 тысяч точек в 150 странах. И, кстати, в этом году ей исполнилось аж целых 100 лет. Bosch Автосервис — это максимально качественное обслуживание, профессиональный и всегда приветливый персонал, а самое главное — качественные запчасти Bosch. Ну и самое главное, приехать туда можно на автомобиле любой марки, а записаться на СТО вы легко сможете по ссылочке, которую найдете в описании под этим видео. Господа, обстановка критичная. Да, я знаю, что ты недоволен. Да, потому что вот такая погода, лед, жижа, +3, гусь. Это очень не похоже на гонки, которые должны быть в этой серии, да? Поэтому прямо сейчас мы с вами берем отсюда и стартуем в гоночный рай. Добро пожаловать в Сочи. И вы знаете, мне здесь очень нравится. Сочинский автодром — это трасса для проведения гонок Формулы-1. Они здесь уже проводились не раз, и более того, они скоро будут прямо здесь проводиться снова, на этом самом треке. Но сейчас вместо болидов Формулы-1 здесь будем гонять мы и на УАЗике. Как мне все это нравится, а? Первые выезды, как всегда, нам нужно настроиться. Много раз я говорил, что, ребят, когда вы построили тачку, первые выезды делайте только за бетонными стенами. Если что-то пойдет не так, они спасут и вас, и всех окружающих. Поэтому первый выезд мы в одиночку аж оказались на целом Сочи автодроме. И у нас есть целая прямая, на которой мы можем сейчас стартовать сколько угодно и настраивать подвеску, смотреть, все ли работает так, как надо. И это на самом деле безумно круто. Зацепа гора! 4,9. 4,9 неплохо для первого раза. И не продутого мотора, перегретого. То ли застоялся, то ли что. Зажимаем тормоз в пол. Вот теперь это точно старт. Хороший был. 4,4, да. Вот теперь этот старт, который я узнаю. С прыжком передней оси, с попыткой поймать зацеп, которого ему очень не хватает. Нет, не зацепился. Не зацепился. 4,8 шлифует. Даже сейчас нет зацепа и лучше 4,4. Допустим. Так, 911, 4S, кабриолет. Почти рядом, это невозможно! 911 и 4S. Мне сильно на руку сыграло то, что дождь и ему также не зацепиться, а? И он с ланча шел. Итак, повторный заезд. Но первую мы где-то рядом. Мы оба без ланча. Надо пробовать еще раз. Оба без ланча, оба не прыгнули, и все равно 911 стартовали мы одновременно. 911 на второй передаче сразу вытягивает.
Дождь! 911, если он не на ланче. Вытянуть из такой ситуации уже не получится. Видел, да? 4-4. Он должен победить, понимаешь? Иначе он не успокоится. Хорошо зашлифовал, я смог зацепиться чуть лучше, хотя тоже зашлифовал. Еще раз? Да, ты шлифовал прям так, что я слышал вообще. Прям безумно долго. А ты был на ланче или как? Я был на ланче без системы, но сейчас я, короче... Давай максимальный хардкор, какой ты можешь. Покажи хоть что-то с уважением. Но до сотни зацепа у меня больше, и он побеждает даже с включенными системами, с выключенными системами, как угодно. В городе УАЗик будет быстрее в дождь, чем 911 4S. Абзац, мы доказали невозможную. И мы все это время не даем им остывать вообще никак. Ну ладно, мне жалко и Порше, и свое, и все, но просто это уже попахивает прямо жестоганом. Очень чувствуется, что мы из Питера. Мы строим машины вот под эти условия, которые у нас 11 месяцев в году, когда нет зацепа, когда всегда легкий моросящий дождь, когда асфальт всегда мокрый. И в этих условиях реально крутая тачка, на реально крутой резине, со стабилизациями, с помощниками, с лонч-контролом едет до 100, примерно так же, как наш УАЗик на каких-то там колесах с Авито купленных, реально бэушных. Это показывает то, что в такую погоду все, что едет меньше 4, оно примерно едет 4 с хвостом, ему просто не зацепиться, такую мощность сейчас не реализовать. А поскольку мы в Питере, вот она, идеальная тачка, которая едет так же, как 911. Мы ни в коем случае не умаляем достоинства этой машины, и понятно, как только выйдет солнышко, как только появится хоть какой-то зацепчик, он нас раздавит. Даже в такую погоду после сотни или на квотере он нас раздает 100%. Но в городе, на светофоре, вот этот вау-эффект показывает, что 911-му, если он не ланчанул, не вытянуть никак ситуацию, когда УАЗик стартанул чуть первым или просто с 2 педалей. И это на самом деле лучшее достижение, потому что на какие-то серьезные цифры мы в любом случае с такой машиной не претендуем. Наша тема это просто, чтобы вы офигели, когда слева просто синенький УАЗик делает ра-та-та-та-та-та. До свидания. Итак, у нас X5M и вышло солнце. Ребята, это одновременно и хороший, и плохой знак. Подписывайтесь на Ишхана, если хотите узнать больше инсайда по этой гонке, конечно же. И настало время проигрывать. Хотя я очень, конечно, мотивирован, но всему есть предел. Давай! Это уходит, конечно же! Он уходит! И у меня все равно 4,4, хотя зацепа было больше. Надо пробовать, я смогу 4,2. Если будет 4,2, это будет практически зуб в зуб. В этот раз надо максимально жестко зажимать лонч, короче, и просто шарашить на все бабки. Давай! Есть! Ай, нет! Со второй начинает уходить. 4,2! 4,2 есть у меня! Это было 4,2, и он все равно был быстрее. Но 4,2 было, но он все равно уходит супер уверенно. Он быстрее 4 едет. Да. Если вы думаете, что все закончилось, вы сильно ошибаетесь. Мы показали свой лучший результат 4,2, но самое главное, машина продолжает козлить. И самое главное, что мы были к этому готовы. Секундочку. Нет, мы вам ничего не покажем, потому что здесь лежали другие пружины, которые гораздо жестче. Более того, те, которые по отзывам уже бывалых людей, должны подойти именно на наш конфиг. Машина на старте продолжает козлить, морда продолжает хорошо, так слишком сильно задираться. Это не совсем по науке, поэтому все-таки у нас есть с собой эти пружины, которые мы сегодня в ночь здесь ставим, а завтра снова схлестываемся с титанами.
Надеюсь, снова будет дождь, и они нифига не поедут, потому что там все менее 4, которые до 100. Это постоянная проблема. В любом случае, мы красавчики. Дождь помог нам преодолеть 911, который, я думаю, вот сейчас уже нас бы объехал. А X5, первая, вторая передача, двигался с нами вровень, правда, всегда с ланча. Опять же, лонч на X5 включается не всегда, но и мы не всегда едем 4.2. Короче, мы пока что в грани. Но наша цель, зачем мы приходили с пневмой, показать, что если мы настроим шасси, мы все-таки сможем перевалить цифру 4.2 и встать на 4.0. Это очень интересно, и это будет уже через несколько минут. Настроили мы вчера пружины, выехали с сервиса, причем реально проезжает, ну, ребята проехали сколько здесь? Километра 3-4 доехали до меня, говорят, что-то коробка пинается. Я сел, думаю, дай-ка дам дрозда. Ну, надо, что если коробка пинается, надо хорошо ее дать дрозда. И... все, ребята, коробка буксует. Попробуем с места? Давай. Так, чтобы не пугать жителей местных. Слышишь этот звук, да? Сейчас мы просто угробим до конца. Ну-ка. Это не очень. То есть она реально не едет, она буксует. Короче, что-то от коробки там еще остается. Четверть пакета, знаешь, такая, не круглый весь, блин, а вот просто четвертинка от него там болтается, потому что... Ну, ей очень плохо. То есть, смотри, если ты просто даже встал, и ты хочешь тронуться с места, то... Беда. У нас опять сгорела коробка, короче. И это прямо не очень хорошо. Потому что погоняться с Урусом, соответственно, и остальными не получится. Мы им назначили сейчас здесь встречу, потому что Мирослава специально с компанией Daydream прилетела с Питера в Сочи, чтобы просто посмотреть, как гоняется Урус с УАЗиком, потому что такое ты увидишь, возможно, раз в жизни. И в итоге как бы у нас горит коробка, и мы не можем погоняться ни с Урусом, ни с X6 сегодня, и мы не можем проверить, сработала ли та подвеска. И это уже мощная усиленная коробка. Сейчас не найти здесь в Сочи стоковую коробку от Rio ZF-E, он ее разжует на второй старт. Моментально нам нужна именно усиленная коробка, которую сейчас нам здесь нигде не достать, потому что ее нужно, во-первых, найти сток-коробку, во-вторых, усилить эту. И, короче, машина, ну, на ней даже особо не поездишь, пролета не поснимаешь, потому что ну, это просто небезопасно. Ты никогда не знаешь, в какой момент машина встанет окончательно. Нет, даже проезды по городу не снимешь. Какой из этих ударов просто разомнет редуктор в конце или свернет кардан, неизвестно. Поэтому вот все, прям холостые и едем. И это точно коробка. Редуктор на месте, кардан не люфтит, нигде ничего нет, все прям стоит точно. Это чисто прям карабас. 20 км в час едем на парковку. И самое обидное, что у нас даже был Урус от той же компании Daydream.ru. Они спрятали его от нас в Сочи, чтобы мы не обогнали его в Питере. Но мы приехали за ним в Сочи и все равно облажались. Урус все равно в безопасности. На самом деле,
Это идеальная погода для нас, потому что именно в такой дождь 325-я ширина шины могла позволить Урусу не зацепиться. А мы знаем, что Урус плохо цепляется, потому что очень мощная машина, очень быстрая. Ему нужно прямо весь держак реализовать, чтобы он поехал. А мы на 235-х узких в дождь рискуем ехать те же самые 4,5, которые ехал 911, который мог поехать и Урус. Но это было бы сюжетно интересно, да, УАЗик обогнал Урус. Но все мы понимаем, что, конечно, Урус едет 3.6, 3.7, это раз. А два, очень странно сюжетно было бы, что мы еще ничего не сделали, мы на том же конфиге и уже обогнали Урус. В погоне зачем нам тогда быть, если мы до замены мотора уже, получается, всех объехали? А ведь мотор нам все-таки менять. И менять нам его для того, чтобы все-таки однажды мы угадали с погодой, угадали с коробкой, угадали с Урусом, и все это дело встретилось уже в честном бою. В том, в котором оно может встретиться со светофора, допустим, в Москве или в Сочи. Я просто, в Петербурге еще вроде есть пару Урусов, да, в тех вот немногих ситуациях, когда этой машине не будет препятствий. И получается, что у нас каждая серия с УАЗиком последняя на этом моторе, но мы узнали, что ребята из Ангарска, кто нам делал быстрый гидроблок, могут собрать за неделю и доставить уже нам в Петербург усиленную коробку, которая, по их словам, должна держать 650 момента. А у нас его 535, напомню. 550 на бусте 0.5, который мы не выставляли. То есть вроде как есть вариант все-таки еще сделать. Каждая серия форсажа, ребят, каждая серия форсажа начинается с фразы «осталась последняя гонка». Каждая серия УАЗика начинается с этой же самой фразы. One last race. Это будет и в этой серии это было, и в следующей. Так что, наверное, если там Дэн еще замешкается с мотором тем 650+, который, то мы за неделю успеем поставить коробку. Если в Питере не оттает, может, снова приедем сюда и, может быть, снова заедем. Потому что остается еще Turbo-S КН, еще остается... собственно, Урус, вот по этой самой нашей питерской погоде, но в эти самые наши +8, которые в Питере, собственно, это, мы сейчас где-то примерно стоим, ребят, да мы в любом месяце с вами стоим, да, в июле, в июне, в августе, в любом месяце в Питере +8 дождь, это абсолютно нормальная погода, потому что мы здесь сейчас снимаем как летом, мы все в шоке с гостеприимности города Сочи, даже по погоде, даже в такую погоду нам здесь абсолютно по-домашнему и очень уютно. Ой, ты посмотри, а вот и подъехали хозяева жизни. Ничего себе! Здравствуйте! А я так сам... Опа, я все здесь уже умею. Я смотрю, у вас все в порядке, да? У нас все отлично, а у вас, говорят, не очень. Да, у нас, могло быть и лучше, я бы сказал, да. Но все равно спасибо за Урус. Да. И хватит от нас его прятать, кстати. Если вы запихнете его... Когда вы откроете филиал в Новом Уренгое, мы прилетим туда, и там сломаемся перед гонкой. Да. Вы сначала коробку вашу почините. Нет, коробка починится, там, дайте нам пару недель, и мы все нормально, мы, в общем, закончим. Как тебе мой новый конь? Поехали. Ваш новый даун, я бы сказал, да? Да, только Дон. Только Дон рассыл. Дон? Да, смотри, сапфир и мандариновый салон. Нет, очень нарядно выглядит на самом деле. Какая отличная бэха, купеха. Очень дорогая, эксклюзивная, я бы сказала. Но она у вас тоже теперь в прокате, да? Конечно. И в самом лучшем городе Сочи. Ну, поди опять очередь 2 недели, да? Слушай, конечно. А летом это, я даже думаю, надо вот как-то тебя в график впустить. Ну, тогда запишите меня в очередь. Через пару недель я бы его снял. Потому что Пальмы, Сочи, мандариновый салон. Хорошо. И, как мы поняли, Моргенштерн, и жизнь сложится, да? Да. Так что, пожалуйста, в Сочи. Ну, спасибо огромное, что поддержали в этот раз. И до встречи через 2 недели. Буду рада видеть. Да, удачи вам. По-моему, он хорош. Ух ты, ты это видел? Там был педаль в полу. Ну что, господа, в Сочи мы закончили. Сюда мы, получается, возвращаемся, чтобы снять этот потрясающий, роскошный, жирненький, сочный мандариновый салон. А мы возвращаемся в гараж. У нас одна тема.
Снова новая коробка. В этот раз нам помогает опять же наш любимый город Ангарск, которые ребята те же самые, что присылали нам пиленный гидроблок. Очень ждем, что это все-таки будет работать. Обещано, что будет держать 650 момента. При наших 550 запас более чем 20% вроде должно помочь. В этот раз пакеты не карбоновые, не кевларовые, они обычные, но их больше. Есть версия, что просто распределив площадь трения между большим количеством пакетов, мы нивелируем перегрев. Чтобы больше снова не попасться на перегрев, внедряется температура, будильник, масла в коробке. Соответственно, вот датчик, который мы воткнем в поддон. И все это будем смотреть. Причем, да, я отвечаю на ваши вопросы, и я даже показывал это в Бентли, потому что в Бентли температуру коробки мы брали прямо с мозгов. Там была пятиступая коробка в Бентли и на этом турбомоторе, и она прекрасно, мозги пятиступые, выдавали температуру на ELM-ку, ELM-ка выдавала ее на телефон, мы всегда знали, в перегреве ли коробка. Шестиступая коробка и шестиступые мозги почему-то не выдают на ELM-ку именно температуру масла в коробке, поэтому приходится ставить отдельный будильник, отдельный датчик, и контролировать все это отдельно и визуально, но больше мы точно ее, по крайней мере, не спалим. То есть, если пакеты будут буксовать и что-то будет происходить с коробкой, это будет точно не по температуре. Я надеюсь. Ну что, ребятушки, это всегда очень страшно. Всегда хочется, чтобы поехал лучше. Что-то не едет. Не раскрутится. Ерунда это, 5.1. Мотор 13.8. Да, ни о чем. Ни о чем. Где мой старт? Что-то эта коробка пока не дает ланча мне. А вот та давала. А без ланча мы особо много не сможем. Да, все равно прыгает. 2.0, хорошо. 4.2, есть. 4.2. 12.5 квотер. 4.2. Лучше есть, я понял, как стартовать. Морда все равно распрыгивается в начале. То есть мы, походу, упираемся уже реально в резину. Потому что он все равно норовит прыгать. Зацеп у нас есть навалом. Да, сегодня не самая теплая погода, типа 5. Но этого должно было хватить. 5 солнышком, асфальт теплый, нормально. Короче, секрет раскрыт. Теперь лонч работает по-другому. Раньше лонч был быстрый. То есть ты буквально стоишь, газ дал, сразу тормоз тут же бахнул. Теперь все прям как на BMW. Газ держишь, он такой вым, и в этот момент надо отпускать тормоз, и тогда он фигачит. 4.2 есть, но смотри, все, мы шлифуем 4 колесами. Вот четко видно, вот это зад шлифанул, вот это зад шлифанул, а вот это начал шлифовать перед. Нам 4 колесами одновременно не зацепиться. Это значит, что мы упираемся уже в резину, все. И это 4.2. И это 4.2, и все равно он делает немножечко вот этот прыжки. Хотя стало сильно лучше, стало очень управляемо. То есть прикольно, даже когда он сейчас прыгает, ты его прям без проблем ловишь. То есть все, прямо он как бы хочет прижаться к земле, он прямо как магнит в нее втирается. Это прикольно. Каждый раз, когда на это смотрю, конечно, это УАЗика, от него следы от 4 колес, как он шлифует. Это жестко. Напомню, что только 400 сил. Короче, сейчас остужаем коробку и пробуем еще раз. 4.1 сегодня это лучший результат, что получится, я уверен, потому что, просто нет зацепа. Нет зацепа, все-таки вот она. Но я бы не сказал, что асфальт, он прям не холодный. Слушай, он градусов 15, наверное. Но рука не стынет. Он прям нормальный асфальт, солнышко его греет. Резина еще прохладная, да, на руку. Но сейчас остудим коробку и бах. Так, ну что, мы приспустили колеса с 2.4 до 2.0. Коробка подошла.
Резина остыла. Мы пробуем. Надо еще поспускаться. До 1,9. Надо пробовать. Да. Вот, давай, рассказывай. 4,1. 4,1. И она стартанула прям, я аж такой, там вначале прям чувствовалось, меньше пробуксовала. То есть прыжков раньше там, знаешь, сколько это, типа 2-3, сейчас такие типа 1 или 2 было всего. И она прям пошла. Резина. 1,9, давай бахнем. Или давай 1,8 сразу, Игорян, давай. На ухудшение пойдем предел. Но наша резина сейчас должна прям вести нас. Выжимать. Она тепленькая стала, смотри. Да. То есть, возможно, она стала просто мяться под этим давлением, и ей стало хорошо. Блин, это просто стандартные заводские бриджи, которые должны были ездить под дизельным Сангьонгом. Им не нужно было ехать 4 до сотки, серьезно. Короче, мы еще подспустились. Теперь 1,8 в колесах. Трындец. Я не знаю, что должно произойти, чтобы эта резина смогла зацепиться. Ей будет очень плохо сейчас. Все, 4,2, 4,1 лучшее, да, на резине мы отыграли, но это уже страдания просто капец какие. Просто капец какие страдания. Все, пора с этим завязывать. Смотрите, каждый мой старт это вот такой шлейф. То есть первые 3-4 метра мы шлифуем. Причем по ходу уже только задком, наверное, да, или чем-то. Ну, то есть, короче, нет зацепа. Нет зацепа, учитывая, что муфта межосевая заблокирована намертво, то есть все там, ну, перед-зад должен одновременно шлифовать. И резина теплая, мы спустили ее уже до 1,8, она реально тепленькая, прям ладошкой чувствуется. Да, все, мы уперлись в возможности этой резины, но если было 4,1, я верю на зацепе в 4 секунды ровно. Но проверять мы это, наверное, уже не будем. Резина будет браться под новый мотор, естественно, держаковая, естественно, какая-то околоспортивная, но сейчас просто нет смысла ее менять, и на этом моторе все равно я верю, что мы упремся в 4 секунды, и дальше он просто не поедет, потому что это всего лишь 400 сил. «400 сил». Это по сегодняшним меркам показатель примерно какой-нибудь 340-й. А еще в каком-нибудь 92-95 году столько нужно было выжить, чтобы поехал 600-й куда-нибудь, да? Так что в любом случае это еще небольшая цифра. Та же 340-я, новая с завода BMW на 380, по-моему, там сил, едет до сотни 4,2. 4,2. И мы едем 4,2, например, на той же мощности. Только у нас, извините, не верх баварской инженерии, нет там новой ZF 8 HP, супер муфт, систем стабилизации и так далее. И мы едем так же. И при этом мы упираемся в зацеп по резине. То есть нам нужна какая-нибудь держаковая резина. Из чего мы делаем вывод, что в принципе, даже если мы поставим резину в цифрах, ну 4,1 мы сегодня даже поехали, да, новый рекорд. То есть в цифрах, ну быстрее, чем 4,0 нам, ну по-любому не прыгнуть. Все-таки никак мы не цепляемся. У нас уже есть сзади самоблок, у нас есть блокировка межосевого дифференциала. То есть мы, в принципе, можем довольно много чего подзакусить. Тонна 800 мы весим. Тонна 740, по-моему, даже если точнее, да, из последней серии и так далее. V8, ну реально, 550 моментов. Кстати, по-моему, у 340 его больше. Там, по-моему, типа 580 или что-то типа того. Что это значит? Что в любом случае, даже если мы сейчас вот упремся рогом, да, поставим супер держаковую резину, то, ну, 4,0 максимум мы поедем, и то это будет очень нестабильный результат. 4,2 она отшпиливает постоянно. И я считаю, что это хорошая цифра, это ровно показатель 340, а это очень хороший показатель. Эта машина едет очень приятная, у нас нет никаких претензий к этой машине, на это редкая BMW, которая нам понравилась. Начнем с того, что, да, это круто. Porsche 911 кабриолет, с которым мы гонялись в начале видео, по паспорту также едет 4,2.
То есть мы уже в какой лиге? Мы вот в этой последней грани еще средних комплектаций, но уже быстрых автомобилей. Дальше уже идут совсем спорткары. Все, что из 4 уезжает, это там уже всякие М5, там РС-6, Урусы, Турбо-С и прочее, но это уже другая лига. И в нее нам нужно, соответственно, врываться с совершенно другими мощностными показателями. Поэтому в этой серии мы точно прощаемся с этим мотором. Вообще здесь в конце еще должно уже быть уже наполовину собранный тот мотор, но Денчик, он, к сожалению, ничего не делает. Поэтому тот мотор пока что даже еще где-то там в росточке болтается по сей день. Хотя, по-моему, уже больше месяца прошло. А нам, по-моему, говорили, что 4 дня его точить. Ну, в общем, как всегда. Сейчас будем сверлить голову Денису, чтобы он делал новый мотор. С новым мотором, естественно, уже новая резина. И, естественно, все будет гораздо быстрее. В общем, наконец-то турбо-узетик наш, который нам верен, по-моему, уже 2-й или 3-й год, намотал уже несколько тысяч километров, и все никак не ложится, складывая под собой уже много коробок. А всего эта коробка мы сегодня посчитали 5-я. Это 5-я коробка в этой машине. И совершенно не факт, что она продержится, если мы еще 2 серии будем с ней снимать. В общем, ребята, все. Наконец-то мы все, что хотели, все доказали. Дальше, чтобы двигаться куда-то вперед и наказывать реально нормальных ребят, нам нужен все-таки другой двигатель. И он будет в следующей серии. Спасибо вам огромное, что смотрели. Огромное всем удачи и пока. Ну да, нам надо конкретно заняться, а то я чувствую, как всегда, в сентябре под дождь только первый выезд.